Привет! В последнее время люди все чаще начали использовать беспроводные наушники в качестве гарнитуры для телефонных разговоров. Разумеется, это очень удобно, и даже я, работая сейчас на удаленке, уже не могу себе представить, как разговаривать по телефону без наушников, ведь это здорово освобождает руки и можно параллельно делать что-то еще. Помимо всего прочего, радует и тот факт, что некоторые бюджетные модели наушников в своей конструкции имеют довольно годные микрофоны для этих целей. Так вот, по просьбам зрителей и в дополнение к уже недавно выпущенным топам по наушникам стоимостью до $30, я решил сделать еще один небольшой, но уже по микрофонам. Здесь не будет разграничения по вкладышам и внутриканальным, а будут только те экземпляры, в которых, по моему мнению, установлены адекватно работающие микрофоны для использования их в качестве гарнитуры во время телефонных разговоров. Данный вопрос задают очень часто в комментариях, так что теперь, я думаю, отвечать мне станет проще. Итак, первыми хорошими наушниками для данных целей я считаю QCY T5, или даже скорее модель T5S, так как последняя будет поновее и микрофоны в ней чуть-чуть доработали. Вообще с QCY T5 в качестве гарнитуры я хожу уже довольно долго, с момента их появления у меня в арсенале примерно год назад. Наушники удобно сидят в ушах как по одному, так и вместе, пользоваться можно любым. За время их использования ни один из моих собеседников ни разу не жаловался на звук, причем многие даже не понимали, что я разговариваю через наушник. Быть может, это и сказалось на том, что данные ТВС-ки я частенько рекомендую к покупке, ведь что может быть лучшим подтверждением качества их работы, чем долговременный опыт использования. Стоят наушники в районе плюс-минус $20, и сейчас я включу тебе свой тест из обзора, в котором я сравнил работу микрофонов T5 и T5S. Проверяем работу микрофонов в наушниках QCY T5S на полном ходу. Сейчас буду открывать окна, и вы услышите, есть ли в них шумодавы и как они работают при вот таком вот максимум шуме, который я могу создать, сидя в машине, в поездке на машине. Вот таким образом они звучат. Ну а теперь традиционный следующий тест, тест с печкой. Окна я закрыл, и тем не менее печку я сейчас буду прибавлять на двоечку, на троечку и вот так вот на четверочке. Максимум шума я создаю, то есть печка выдувает по максимуму. И вот таким вот образом звучат микрофоны в данных наушниках, если вы будете в машине, допустим, с кем-то разговаривать с помощью данных наушников. Вот как-то так, как-то так. Ну что же, а теперь тот же самый тест с открытыми окнами с максимумом шума, только в наушниках QCY T5. Дело в том, что в своем обзоре на QCY T5 я его не делал, я его сравнительно недавно придумал делать вот этот тест именно в машине. И поэтому, собственно, сейчас мы проверим, как звучат микрофоны при открытых окнах наушников QCY T5 и есть ли разница с моделью T5S. Вот таким образом звучат микрофоны с открытыми окнами на полном ходу в машине в наушниках QCY T5. Ну и раз уж я подрядился делать тесты на QCY T5, то вот вам тест с печкой коротенький. Вот сейчас наваливаю волюме на троечку и на четверочку. Собственно, вот таким образом звучат микрофоны в наушниках QCY T5 в тех же условиях, что мы ранее тестировали QCY T5S. Можете сравнить, улучшилось ли качество или осталось на прежнем уровне. Вторыми в сегодняшнем списке будут, разумеется, беспроводные наушники Mi Air 2 SE. На самом деле к ним можно относиться как угодно. Они большие, отчасти неудобные и со скудным управлением. Но, как я уже неоднократно говорил в своих роликах, главного у этих наушников не отнять. Это прекрасную автономность во время проигрывания музыки, которая составляет чуть более 5 часов на максимальной громкости, и на удивление отличного качества микрофона. Почему же на удивление? Да тут все на самом деле просто. За свои $20-22 наушники прекрасно отрабатывают в качестве гарнитуры для звонков. Вот пример их работы из моего летнего обзора. Ну а теперь проверяем работу микрофонов в наушниках Mi Air 2 SE в машине на полном ходу. Собственно, еду сейчас на работу и решил отснять такой вот тест. Я открыл окна, чтобы было шума побольше. Вот таким вот образом вас будет слышать собеседник, если вы будете ехать в машине и разговаривать с помощью этих наушников. В общем, как-то так. И еще один тестик этих микрофонов я решил провести прямо на ходу. Тест с печкой. Я сейчас буду прибавлять по одному делению печку. И будет создаваться некий шум. И можно будет услышать, как работают микрофоны в этих наушниках. При вот максимально, вот сейчас у меня выдувает печка. Вот таким вот образом это происходит.
Проверяем работу микрофонов в наушниках Mi Air 2 SE на оживленной улице. Здесь куча машин ездит, это третье транспортное кольцо. В общем, вот так они звучат при таком вот сильном шуме от машин. Следующая модель наушников сегодня это Maysen X1 или так называемый Honor Choice. Сказать, что наушники меня удивили, это ничего не сказать. В силу того, что отзывы по данной модели очень противоречивые, то и адекватное мнение по ним до покупки сформировать довольно сложно. Лично мне эти наушники зашли, как по посадке, так и по звуку. Ну а уж когда я послушал отснятый тест работы микрофонов, то сомнений в том, что эти наушники годные, у меня не осталось вовсе. К слову сказать, и по автономности в моем тесте они выдали хорошее время работы, чуть более 4 часов на максимальной громкости. Ориентировочная стоимость наушников на Алиэкспрессе плюс-минус $28. Проверяем работу микрофонов в наушниках Honor Choice AirPods X1. Вот таким образом они звучат в закрытой машине. Сейчас буду открывать окна. Вот так вот оба окна у меня открыты, задувает ветер, мимо проезжают машины, создается шум. И вот таким образом отрабатывают микрофоны в таком сценарии использования. И вот так у тебя будет слышать собеседник, если ты будешь разговаривать по этим наушникам. Ну а теперь по традиции второй тест с печкой. Я сейчас прибавляю волюме на двоечку, на троечку и на четверочку максимум. Мне сейчас выдувает тепла печка. И, собственно, вот так вот отрабатывают наушники в таком сценарии использования. Так тебя будет слышать собеседник, если ты будешь обогреваться зимой в машине и разговаривать по телефону с помощью этих наушников. Как-то так. Четвертая модель наушников в подборке это Tronsmart Onyx Ace. Думаю, владельцы этих вкладышей со мной спорить не будут. Микрофоны в данных наушниках установили очень классные. По крайней мере, мне их работа до сих пор запомнилась. За примерную стоимость в $26 ты получаешь вкладыши с неплохим звуком и годным микро. Дизайн у них, конечно, спорный. Все эти хромированные вставки немного отталкивают. Но если тебе не принципиальны такие мелочи, то в целом наушники хорошие. Вот пример их работы в качестве гарнитуры для телефонных разговоров. Ну что же, проверяем работу микрофонов в наушниках Tronsmart Onyx Ace. Первые наушники вкладыши от Tronsmart. Таким вот образом звучат их микрофоны в помещении. Ну а как они звучат на улице, сейчас мы с тобой спустимся и посмотрим. Ну а теперь проверяем работу микрофонов в наушниках Tronsmart Onyx Ace в уличных условиях. У нас сейчас уже вечереет, немножко все подутихло, подутихли соседские газонокосилки и только птички остались петь. В общем, как звучат микрофоны в этих наушниках, судить уже, конечно же, вам. Я оставляю все на ваш суд. Ну и пишите в комментариях, понравился ли вам звук с этих микрофонов или нет. Замыкает сегодняшний топ еще одна модель от QCY, но на сей раз это вкладыши T7. Почему T7, а не T8? Тут все просто. Если в звуке имеет большой приоритет 8-я модель, то вот по части работы микрофонов в семерке однозначно настроили лучше. Да и в целом по посадке T7 в ушах сидят намного удобней. В силу того, что сама гарнитура полностью сделана из матового пластика, причем даже звуковод, то и поправлять наушники часто не приходится, как, к примеру, это периодически происходит с 8-й моделью. И вот если тебе нужны недорогие наушники-вкладыши в большей степени для телефонных разговоров, то за плюс-минус $18 QCY T7 будут самым оптимальным выбором. Тест работы микрофонов, как всегда, прилагается. Ну что ж, друзья, проверяем работу микрофонов в наушниках QCY T7. Вот такие вот наушники-вкладыши. Первые наушники-вкладыши от компании QCY. Вот таким образом звучат микрофоны в закрытой машине. Сейчас буду открывать окна и создавать много шума. Вот так вот я открываю окна и слушаем, собственно, есть ли шумодавы в данных наушниках. Вот таким образом они будут звучать, если вы будете по ним разговаривать во время езды на автомобиле. Ну а мы приступаем к традиционному следующему тесту с печкой. Итак, это уже второй тест с печкой. Сейчас буду наваливать волюме вот таким вот образом на двоечку, на троечку и на четверочку по максимуму у меня выдувается здесь тепло. И вот так вот у меня происходит, собственно, запись звука с микрофонов в наушниках QCY T7. Ну а вот так звучат микрофоны в наушниках QCY T7 в обычном тихом помещении. Здесь у меня сейчас ничего не работает, ни компьютер, ничего. То есть абсолютно такая тишина. Вот таким вот образом тебя будут слышать, если ты будешь разговаривать по вот этим вот наушникам. Собственно, как-то так.
Ну и подводя некий итог, я бы хотел добавить в этот топ еще парочку достойных моделей. Помимо перечисленных сегодня наушников, обладателями неплохих микрофонов является Xiaomi AirTVS Lite и, можно сказать, темная лошадка Anamai Buds Capsule Pro. Последние так вообще, как по мне, очень недооценены. При стоимости в 16 баксов они имеют хороший звук, автономность в 5 часов на максимальной громкости и для своего форм-фактора без ножки весьма неплохие микрофоны. Вот небольшой пример их работы. Проверяем работу микрофонов в наушниках Anamai Buds Capsule Pro. Вот таким образом они звучат в закрытой машине. Сейчас буду по традиции открывать окна. Вот таким вот образом вокруг много машин едет, ветер сюда задувает. И вот так вот отрабатывают микрофоны в этих наушниках. Можете оценить качество при вот таком вот использовании их в машине. Ну а теперь традиционный тест с печкой. Сейчас я прибавляю на 2, на 3 и на 4 прибавил. Сейчас максимум шума искусственно мне выдает печка. И вот так вот тебя будет слышать собеседник, если ты будешь с ним разговаривать вот в таких условиях по вот данным наушникам. Как-то так. Ну и на этой прекрасной ноте, я думаю, данный топ уже можно точно завершать. Теперь выбирать уже только тебе, по форме, размеру или цвету. Ну а я со своей стороны, надеюсь, немного упростил тебе задачу. Я благодарю тебя за просмотр и буду признателен за лайк и комментарий. И как обычно, увидимся уже с тобой в следующем видео. Пока-пока.